Добрый день, дорогие пекари! Недавно в комментариях меня попросили дать рецепт овсяного хлеба. И, наверное, самым простым вариантом было бы взять какой-то базовый пшеничный хлеб, немножко добавить туда овсяной муки и сказать, что это овсяный хлеб. Но я решила пойти другим путем. Это овсяно-ржаной хлеб. Здесь нет ни грамма пшеничной муки. Он очень вкусный, очень полезный. Вот с такими кружевными, красивыми боками, рыженькими, солнечными. И в этом хлебе овсяная мука, овсяные хлопья, цельнозерновая ржаная мука, обдирная ржаная мука и, конечно, шикарная закваска ржаная, густая. Очень вкусный ароматный хлеб, очень полезный, насыщенный белком. Я уверена, он придаст вам силы. Давайте начинать его творить. Сегодня сделаем очень интересный хлеб. Недавно меня просили об овсяном. Сегодня сделаем овсяно-ржаной. Очень необычный, интересный. Буду делать его на ржаной закваске. Здесь у меня густая закваска покормленная. Много задавали вопросов, что за густая закваска, как ее сделать. Я это в отдельном сюжете покажу. Оставлю ссылку в описании. Посмотрите. Нужно взять овсяную муку и овсяные хлопья. Количество в рецепте, также я позже скажу еще количество. И хлопья должны быть долгой варки, не быстрого приготовления, а те, которые нужно варить. Их нужно смолоть в кофемолке, чтобы получилась более мелкая фракция, чем сейчас. Муку я буду использовать в смеси, обдирную, у меня рязаночка, и цельнозерновую твердохлеб. Поскольку овсяная мука имеет достаточно нейтральный вкус, я буду добавлять цельнозерновую ржаную, чтобы поярче был вкус у этого хлеба. Сейчас сначала смелю хлопья, а потом начнем собирать рецепт. Я смолола в кофемолке овсяные хлопья, получилась почти мука, но все равно достаточно крупные частицы остаются. И по сравнению с мукой, конечно, другая совсем фракция. Вот именно такое сочетание дает интересную текстуру хлебу. Замешивать буду в комбайне. Ржаное тесто всегда проще замешивать в какой-то технике. 200 граммов закваски. Я в описании напишу пропорции на закваску густую и на закваску обычную, если у вас 100% влажности. 430 граммов воды. Хлопьев смолотых у меня 180 граммов. Овсяной муки 120 граммов. Ржаной муки обдирной 100 граммов. И ржаной муки цельнозерновой тоже 100 граммов. Не забывайте про соль 12 граммов. И это все можно начинать замес. Ржаное тесто удобно замешивать насадкой лопатка. Начинаем смешивание на минимальной скорости. Замес займет примерно 10 минут. Смотрите, чтобы тесто вымесилось однородно. Если мука прилипает на стенки, ее нужно счищать, останавливая при этом машину. 10 минут замеса завершились. Переложила тесто на брожение в миску. Миску смазала маслом, чтобы тесто легче потом выходило из нее. Накрываю крышкой, и дальше нужно создать теплую атмосферу для того, чтобы тесто хорошо подходило. Подходить оно будет 2-3 часа. Я поставлю его в духовку на режим разморозки. Она у меня держит 30 градусов тепла на этом режиме. Создайте температуру 28-32. Это можно сделать, поставив миску с кипятком в духовку, либо в микроволновку, и поместив туда вашу мисочку с тестом. Естественно, духовка, микроволновка в этот момент выключены. Оставляю подходить. Ну и вернемся часа через 2, посмотрим, как оно себя чувствует. Прошло 2 часа 40 минут, я уже заглядывала. Видите, как сильно выросло тесто. Дальше будем действовать скребком. Можно, конечно, присыпать мукой, опрокинуть миску на стол, но вам достаточно сложно, может быть, собрать это тесто воедино и сформовать. Поэтому берем скребок, немного смазываем его растительным маслом и приготовим формы. Я буду печь в 2 формах L11. Этого теста как раз на них достаточно. Разделяю примерно пополам. И дальше, действуя скребком, берем тесто и перекладываем его в наши формочки. Формы обязательно нужно смазать. Рецепт антипригарной смазки есть у меня на канале. Это тесто очень нежное, его сложно сформовать и собрать, поэтому вот такой способ перекладывания при помощи скребка, он подойдет для всех, даже самый начинающий справится. Распределяем тесто в форме, смоченной в воде рукой. Стараемся, чтобы с рук не слишком сильно текла вода, просто она должна быть влажной. Количество теста на форме
форму от 2/3 до 3/4. Далее берем силиконовую лопатку, разглаживаем поверхность и немножко отделяем тесто от стенок формы, закругляя таким образом у него краюшки. Делаем гладенько-гладенько. У теста сейчас влажная поверхность, на нее удобно прикреплять посыпки. Можно посыпать хлопьями, теми же самыми, можно посыпать семечками, например. И дальше сухой ложкой мы придавливаем слегка поверхность, чтобы у нас закрепились наши хлопья. Сейчас формы нужно чем-то накрыть, либо полиэтиленовым пакетом, либо пищевой пленкой, и оставить на расстойку. Расстаивать буду также в духовке при температуре 30 градусов. Держите температуру 28-32. При таких условиях расстойка займет от 30 до 60 минут. Следите за подъемом теста. Если оно поднялось до края формы, точно сразу надо печь. Если оно поднялось примерно не доходя сантиметр до края формы, тоже можно печь. Следите за подъемом. И не забывайте, что духовку нужно разогреть заранее. Греем до 250 градусов, следим за подъемом. Хлеб у меня расстоялся, поднялся, даже уже немножко треснул. Поднялся как раз до верха формы. Пора его печь. Духовку я разогрела на 260 градусов. Ставлю на дно духовки миску с небольшим количеством кипятка. Выпекать буду в формах прямо на решетке. Решетка установлена на средний уровень. При 260 градусах 3 минуты подержу. Потом снижаю температуру до 210 и буду допекать еще порядка 40-50 минут. Следите за подъемом, следите за цветом корочки. Прошло 50 минут выпечки. Как вы видите, хлеб при выпечке немножечко осел. Такое бывает, когда хлеб довольно высокой влажности, много воды в тесте, и при выпечке он может оседать. Легко вытаскивается. Красивый очень хлеб. Смотрите, какие замечательные корочки. Хлопья немного осыпаются, это не страшно, большая часть все-таки остается. Обязательно для остывания хлеб перекладываем на решетку. В этом случае остывание будет равномерным. Воздух со всех сторон проходит вокруг хлеба, и хлеб у нас равномерно и хорошо остывает. Ничем накрывать, ничем укутывать не нужно. Очень красивые получились хлебушки. И напоминаю, что ржаному хлебу, и такому в том числе, где ржаной муки у нас половина, нужно дать стабилизироваться. Мякиш стабилизируется примерно за 6-8 часов. А раньше его не стоит резать, нужно дать ему полностью остыть. Ну что, друзья, момент истины. Давайте резать и пробовать его. Хрустящая корочка. Оп. Замечательный мякиш. Смотрите, какой красивый. Чуть-чуть более разрыхленный в верхней части. Пахнет похоже на дарницкий. Такой нежный, деликатный у него запах. Знаете, такой приятный хлеб, когда есть и корочка хрустящая, которую хочется погрызть, и мякиш такой классный. Смотрите, какой эластичный, очень красивый. Вот попробуйте сказать, что здесь нет пшеничной муки, такой эластичный мякиш. Очень вкусный хлеб. Овсяные хлопья, которые поджарились на поверхности, дают ореховый привкус. У хлеба легкая кислинка, она приятная, совершенно не раздражающая. И очень нежная корочка. Она хрустит, при этом, в отличие от корочки ржаного хлеба, который бывает жесткая, она очень нежная. Очень приятная на вкус. Замечательный получился хлеб. Я очень довольна. Ну что, друзья, очередной замечательный рецепт на нашу с вами копилочку. Пеките его. Я уверена, он вам понравится. Хлеб очень вкусный, ароматный, деликатный. Я даже не знаю, он, по-моему, подойдет к любому блюду, без исключения, и на бутерброды, и на все что угодно. Подписывайтесь на все мои ресурсы, приходите ко мне на курсы, и будем с вами продолжать печь, осваивать новое, испечем еще очень много всего интересного.